И снова здравствуйте. Всех раз видеть на нашем канале. Всем добрый вечер. Сегодня у нас в эфире в нашей мини-студии представители компании Magnat. Имя его Ник, прошу любить и жаловать. А также в качестве переводчика, он же и дистрибьютор Magnat в России, представитель компании Simple Distribution Артем Белоушкин. Прошу любить и жаловать. Собственно, начнем наш стрим. Вас, уважаемые зрители, прошу не стесняться, задавайте вопросы, пишите. Все, что касаемо Магната, все, что касаемо акустики Магнат, все, что касается железа Магнат. Я по возможности все вопросы буду, собственно, доводить до Ника, и, собственно, мы будем получать с вами, так сказать, ответы из первых уст. Так что прошу вас, не стесняйтесь, пишите. Ваши вопросы, поверьте, в приоритете, и я на них буду заострять особое внимание. Итак, поехали. Собственно, предупредя вопрос, который у нас периодически задает наш всеми любимый генеральный директор Павел Сергеевич Козлов, задам вопрос я. Ник, подскажи, пожалуйста, как ситуация на текущий момент в мире с коронавирусом повлияла на работу вашей компании и, собственно, как вы видите работу в будущем и в дальнейшем? So, Nik, the first question, I believe it's quite typical question for today. How this global coronavirus storm affected Magnat business worldwide and business in Germany? I know that it is challenging for us in person, but how actually did it affect business? Добрый день. Большое спасибо за приглашение. Меня зовут Ник Кёниг. Я работаю на компании Magnat за 19 лет. But now I'm switching to English. This was just a short introduction for my Russian friends. And yeah. Да, мы этого не ожидали, да. Это такой экспромт от Ника. First of all, here in Germany, especially the company Magnat, all employees from Magnat, we are all fine. So this is the most important message what I like to give. The situation worldwide, all over the world, for all the people is very challenging and very strange and difficult. I think all countries are doing their very, very best to solve that coronavirus and the situation as best as they can. Here we in Germany, we still have that lockdown. But our government is in discussion and communication to open everything step by step. So I think that will be happen in the next 2 weeks. So that's the current situation here in Germany. Да, Ник говорит, что действительно ситуация с коронавирусом во всем мире, она непростая, и он рад нам сообщить, что среди семьи, скажем так, Магнат, все, слава богу, хорошо, никто не заболел, все здоровы. Понятно, что там сейчас большинство сотрудников работают удаленно, но в целом, да, ситуация непростая. В Германии соблюдается сейчас локдаун полный. Ну вот к нашей, наверное, зависти нам надо будет узнать, что к концу апреля правительство Германии планирует начать снимать локдаун частично, да, то есть будут открываться некоторые магазины. В общем, немцы сейчас преисполнены надежд на скорое возобновление ситуации, но нам, в общем, об этом стоит только пока, к сожалению, мечтать. Ник, a small comment for you. Do me a favor, after 2-3 phrases, make a pause, so I will be able to translate your speech in real time, okay? Okay. Yeah, one more thing. You asked for how the situation is, especially in our company. Of course, we are doing not only the national business in Germany, we are got a very, very international business all over the world. And you know that if the countries are closed, the shops are closed in the countries, then of course it's quite difficult to do business at the moment. We are a strong company. We belongs to the US Vox Corporation, which is a very, very strong company. And so we will survive. That's the most important message. So.
Да, но Ник добавляет, что действительно не тяжело вести бизнес, особенно тяжело вести бизнес в Германии, родном рынке для Магната, поскольку розничные магазины закрыты, и, естественно, это осложняет всем жизнь. Но Магнат чувствует себя вполне уверенно, и одна из причин этой уверенности, что Магнат, он не одинок, да, на своем плавании по океану рынка, да. Магнат, если кто-то из вас не знал, принадлежит американской компании Vox, которая, естественно, не бросает компанию в этой трудной ситуации. Поэтому, ну, с точки зрения бизнеса, Магнат чувствует себя уверенно и вполне себя устойчиво. Круто, спасибо. Мы все очень рады, что Магнат себя чувствует хорошо. Ник, от себя лично добавлю, желаю благополучия тебе, твоей семье, вашим сотрудникам, и чтобы Магнат процветал, собственно, и пах, как роза на ветру. Yeah, Andrei just send your best wishes and wish you to stay safe, you know, to you and all your families, and big perspectives and prosperities for Magnat. Thank you so much. Thank you so much. Ник, я уверен, что нашим зрителям, многим будет достаточно, скажем так, будет интересно узнать, скажем так, об истории основания компании Magnat, о первом продукте компании Magnat, который выпустила на рынок. Собственно, что будет в будущем делать Magnat и, собственно, как себя видите и чувствуете на рынке. Только буквально там в пару слов. Yes, if it is possible, tell us a few words about Magnat history. How company was started, what was the first product, what actually milestones Magnat passed on the way. I know that it is difficult, you know, to overview over 30 years, how many, 40 almost years. But 47. Please 47, yeah, but please do your best. Try to compactly describe, you know, everything about Magnat. Okay, Adam, I'm trying to do my very best. Okay, but you know, it's quite difficult to put all the information within 2 or 3 sentences because Magnat has a very, very long history. So, да, но Ник говорит, что действительно трудно будет всю историю, 47-летнюю историю Магната уложить в несколько предложений, вот, но Ник сейчас соберется с силами, постарается вообще что-нибудь нам там. Мы верим в него. Да. So Magnat is one of the oldest traditional German company. Magnat was founded in 1973, what was exactly my year of birth. Therefore, I will always remember that year. The founder was Rainer Haas. Unfortunately, he is not any longer in the company. But our first speakers, for example, were called Mick and Locke. So I think this is an very, very old information. Honestly speaking, I asked our technical chief for the name because sometimes I forget that as well. I'm more familiar with the current lineup, but some of very, very famous products Magnat produced during the last years, like the all ribbon, like the plasma, like the vintage, or at least the quantum speakers, which is the basis for the current signature line, for example. Да, ну Ник рассказывает нам такую, пересказывает краткую историю. Те, кто из вас понимает по-английски, уловили уже суть. Компания основана в 1973 году таким талантливым инженером и бизнесменом Райнером Хаасом. Он, к сожалению, в компании уже не работает и не участвует в управлении компанией. Вообще говоря, на протяжении этих лет много что Магнатом было сделано. Первая серия, она называлась Mick and Locke. Акустика это имела начальную аббревиатуру LOG, такую можете в интернете поискать, погуглить. До сих пор эти логи можно на вторичном рынке встретить. А вообще много чего было сделано, много было экспериментов. И эксперименты Магната с плазменными высокочастотниками, да, и с ленточными пищалками. Но наиболее, наверное, запомнилась из недавнего прошлого была серия Quantum, такая, которую любители Магната все хорошо помнят. Окей, Ник. So Magnat not only produced home audio speakers during the last 47 years, Magnat was also very, very famous in the car audio business. Да, но Магнат не только делал акустику для домашнего применения, Магнат делал еще и car-аудио, причем довольно длительная часть своей истории. 12 years ago, in 2008, we also introduced some pretty nice electronic products like tube amplifiers, and that's also an assortment.
where we'll go ahead in the future. Да, и 12 лет назад Magnat начал производить линейку электроники. От себя добавлю, что это, в общем, довольно нетипично для производителя акустики, и, честно говоря, на мой персональный взгляд, мало кто из производителей акустических систем может похвастаться успехами в производстве электроники. Вот Magnat как раз приятное и редкое исключение. So Magnat won over, I do not know, more than 500 national and international awards during the last years. You know, we are always doing our very best to developing attractive and best sounding speakers for a good value of money. You know, this is our strategy in the company. Да, и Magnat на протяжении своей истории заработал бесчисленное количество, 500, не знаю, наград, как международных, так и национальных немецких наград, да, в области звука и в области дизайна. И вообще основная идея бренда, если можно так выразиться, это value for money, да, если говорить по-английски. По-русски, наверное, это одной такой красивой фразы не скажешь, но это, скажем так, наибольшее качество за наименьшие деньги. So we are not only producing speakers, so we are developing speakers. So we are doing our own technologies, standards for cone materials, for tweeters, for example, to get unique speakers at the market. Да, и Magnat, он не только производит акустические системы, он разрабатывает акустические системы. У него есть достаточно большой набор собственных технологий в производстве громкоговорителей, собственно говоря, да, диффузоров, в частности, как для низко-среднечастотных динамиков, так и для высокочастотных динамиков. И многие из этих технологий довольно уникальны. Our current Magnat lineup gives you the possibility of any type of speaker what the market is interesting for, like typical home audio speakers in different price classes, home cinema systems, of course in THX certificated home cinema system as well. We've got soundbars, we've got electronic products, we've got in-wall, in-ceiling speakers. So all what is available on passive speakers you can find at the Magnat line. Да, если говорить про акустические системы, у Magnat огромный продуктовый диапазон их продукции. Это и традиционные акустические системы корпусные, как вот, например, те, которые сейчас вы видите у меня за спиной. Это акустика для использования в составе домашнего кинотеатра или персональных кинозалов, акустика, имеющая THX-сертификацию. Это акустика встраиваемая, которая может встраиваться в стены и в потолок. Это саундбары, это электроника. То есть это огромный ассортимент, как говорится, на любой вкус и кошелек. And we are not standing still. We are always going ahead. We are trying to find new technologies for us to get a better product on the market. So this is our passion as well. Да, и, естественно, Magnat не стоит на месте. Их постоянное стремление произвести лучший продукт на рынке, да, оно, наверное, никогда не закончится. И поэтому, в общем, ту страсть, которую Magnat вкладывает в свои продукты, он всеми любителями Magnat может быть оценен. Спасибо. Андрей, может быть, у нас вопросов уже накопилось, я смотрю, много в ленте. Давай, может быть, оттуда что-нибудь поспрашиваем? Да, давай. Смотри, ну здесь есть, в принципе, у меня вопрос, который будет, собственно, коррелироваться, скажем так, с вопросом от Hi-Fi Stereo, и, собственно, дальше я начну вопросы задавать именно зрителей. Их достаточно много, так что все обязательно озвучим. Ник, по поводу продукции Magnat, у вас в ассортименте в основном акустические системы. И сравнительно недавно, по меркам Hi-Fi, у вас появились усилители ламповые в проекте винила, собственно, обычные гибридные усилители с предварительной частью ламповой и так далее. Вопрос, как-то вы можете прокомментировать, это вы подводите клиентов, грубо говоря, к монобрендовости, или это абсолютно разные направления, которые не связаны друг с другом? Okay, great question. Nik, as you already told us, and as everybody who loves Magnat already mentioned, in your assortment you have speakers, conventional speakers, you have electronics. What does it mean for Magnat strategy? Do you mean that you want to lead your customers to the mono brand strategy?
to persuade them to use only Magnat on both electronics and speaker sides, or this is absolutely independent, let us say, links for Magnat's product strategy? This is a very good question. You know, our main business is the loudspeaker business. So this is, first of all, the main statement for Magnat. In 2008, our engineers developed the RV1. And it was the first exclusive electronic product under the Magnat brand. And the development has been started as a, yeah, let's say, it's a love child of the R&D team. Да, ну, действительно, все-таки Магнат – это производитель акустики, и акустика – это основной бизнес для Магната. И когда в 2008 году был сделан Магнатом, разработан Магнатом первый усилитель, который назывался RV1, он был полностью ламповым, и тогда это вот был такой любимый, взлелейный ребенок команды R&D, да, команды, которая занимается разработкой и проектированием. And the response from the market, from our customers, distributors worldwide was amazing. And that was the sign for us to go ahead, you know, that Magnat is not any longer a speaker company. So we started as an electronic company as well. But we never did like 5.1, 7.1 receivers compared to the entry level of some Japanese brands. That was not our strategy. So our idea was to find the right products for the market. And then the RV2, RV3, and now the RV4 is available. We've got some turntables. We've got an all-in-one unit with internet function. So this, let's say, the lineup beside our speaker assortment is very successful for Magnat, and we will go ahead. Да, ну, поскольку отзыв на первый RV1, отзывы на первый RV1 были весьма и весьма лестными, Магнат решил продолжать эту историю и разработал с тех пор много чего. То есть, если говорить про флагманы, то был и RV2, RV3, и RV4, который тоже, кстати, стоит сейчас у меня за спиной на стойке, работает здесь у меня в моей комнате. Произведено было и сделано сейчас и проигрыватель виниловых дисков, да, и стереоресиверы. Магнат никогда не производил совсем уж дешевой электроники, такой масс-маркетовской, никогда не было там 5-7-канальных ресиверов, да, которые производят японские бренды. Для Магната важно делать продукт, который востребован на рынке. Да, то есть это основная цель Магната. Ник, I want to specify a question nevertheless. Do you want Magnat customers to stay with their, let us say, Magnat electronics and Magnat speakers, or you're okay if Magnat speakers goes with another third-party electronics and vice versa? Your electronics is used with the third-party speakers. So the combination of the Magnat speaker and the Magnat electronic works perfect, because this is what we are testing every day in our R&D team. And of course, you can use a Magnat speaker with any other electronics as well, and you can use other speakers with our electronics as well. Да, ну, естественно, связка магнатовская электроника и магнатовская акустика звучит идеально, поскольку, собственно говоря, именно в таком сочетании специалисты Магнат тестируют ее и настраивают в своих лабораториях. Это совершенно очевидная вещь. Но, естественно, Магнат ни в коем случае не возражает и считает вполне естественным, что его электроника будет использоваться с акустикой от других производителей, и наоборот, акустика Магнат будет использоваться со сторонней электроникой. I'd like to give you one example of a speaker and amplifier system, what works pretty well. So you know the transport speaker, the big speaker with the 15-inch driver? Да, ну, Ник хочет произвести нам как раз вот интересный пример. Да, знаете вы наверняка совершенно феноменальную и очень нашумевшую модель Magnat Transpulse с 15-дюймовым низкочастотником бумажным. You should play that speaker with our MR7080. This combination is amazing. It's really amazing. Попробуйте послушать сочетание этой акустики с стереоресивером Magnat, который называется MR780. Это действительно совершенно уникальное сочетание. Okay.
Спасибо, Ник, за ответ. Как раз, собственно, продолжение моего вопроса от Hi-Fi Stereo. Они хотят узнать, планирует ли Magnat в ближайшее время разработку новой линейки гибридных усилителей. Hi-Fi Stereo actually sent us a question. Does Magnat plan to develop new line of hybrid electronics in the near future? New vinyl electronics in the near No, future? no. Hybrid electronics. Yes. Yes, of course. You know, so every 2 years we introduce a new amplifier. Yeah. Ник говорит, что, конечно, да, каждые 2 года Magnat представляет что-то новое в электронике, новый усилитель. Он представляет только в электронике или среди акустических решений тоже? Is it about electronics or is it in regards to the speakers as well? It can be both. So we are working on both directions. Да, ну, Magnat работает в обоих направлениях, да, то есть и в электронике, и в акустике придерживаются этого темпа. Я понял. Здесь есть вопрос, как раз к слову о транспульсах полуторатысячных. Задают вопрос, зачем транспульсу два высокочастотных динамика, скажем так. Yeah, I also mentioned this question at the very beginning of our show. Guy asks actually, why Transpulse has 2 tweeters on every speaker? The double tweeter for the Transpulse. You know what we are doing here? We've got that horn with the 2 tweeters inside, and the sound direction will be exactly the same than the woofers. And we've got a SPL level at the same level than the big woofers and then the mid-ranges. So overall, it's a complete system. Да, ну, такой короткий ответ. Используется 2 твиттера, и в дополнение к 2 твиттерам используется еще и рупор, если вы обращали внимание, для того, чтобы получить уровень SPL, уровень звукового давления, да, в верхнем частотном диапазоне, соответствующий уровню звукового давления, который мы получаем в нижнем частотном диапазоне и в середине. Да, потому что транспульс обладает, это я уже от себя добавляю, транспульс обладает большим 15-дюймовым бумажным буфером, которое совершенно бешеное звуковое давление создает. И для того, чтобы высокочастотная часть ему соответствовала, да, нам вот необходимо 2 твиттера, да еще и нагруженных на рупор. Спасибо за ответ. Здесь еще, собственно, вопрос, ну, уже к сабвуферам Magnat. Вернемся к нашей прошлой теме стримов. Интересуется, как считает Magnat, подключение именно какое предпочтительнее, по низкоуровневому ходу или к высокоуровневому? Что думает на этот счет Magnat? We have questions regarding subwoofers, and the main question is, what would Magnat recommend in terms of connecting subwoofers? Is it better to connect it via high-level input or, let us say, line input? Always the line input. Always the line input. Ну, Ник категоричен. Всегда только низкоуровневое подключение. Ну, а с чем это связано? Почему вот именно? Why is it so? Why you recommend this, and why you make at the same time high-level input then? So the high-level input is to have the compatibility to older amplifier systems that they do not have the sub out. You know, all modern amplifiers, they've got that sub output you can connect easily to the amplifier. Да, то есть наличие высокоуровневых входов, оно сделано для того, чтобы можно было сабвуферы Magnat использовать с какой-то старой электроникой, у которой нет отдельного выхода на сабвуфер. Сейчас все современные усилители, ресиверы, они имеют такой выход, поэтому, естественно, лучше использовать низкоуровневое подключение. Спасибо за ответ. Ник, есть еще вопрос. Вероятно, самые неординарные сейчас модели вашей линейки – это Транспульс, Эдельштайн и Хумидор. Можно подробнее рассказать про создание этих линеек, а также ожидаемый и фактический результат? Что вы ожидали и что по факту получили,
выпустив эти линейки в свет, так сказать? Yes, the question is about three speakers, or three lines, if you want, quite different ones. Transpulse, Humidor, и третья какая, Андрей? Помидор, Эдельштайн, Эдельштайн. Yeah? Can you just tell us a few words about the story behind these three products, how they appeared in the developer's head, and what actually a result? How would you describe it? Does the result follow your expectation when you compare it with how you develop this? That's a really good question. It's quite interesting because all the three speakers are absolutely unique on the market. Let me start with the biggest one, with the Transpulse 1500, what we already mentioned in the questions before. So the Transpulse 1500 is a big speaker. It has a retro design, a 15-inch woofer, which is powerful. It has a very, very good bass response. The cabinet is a large one. We are using that double horn tweeter. And that's, I would say, is perfect if you like to listen to real good rock music. And so here it was the idea to develop a speaker which has a good combination of that retro design from the 70s, from the 60s, and but with a sound quality from today. And you know, the 15-inch woofer, I think, is the most impressive part on that speaker. Да, но если говорить там, все три названные линейки абсолютно разные. Да, ну, самое отличающееся от всех остальных, это, конечно, Transpulse, про который мы уже поговорили в предыдущих вопросах. Да, то есть эта линейка сочетает в себе несколько факторов. Во-первых, это, конечно же, ретро-дизайн. Да, дизайн из 60-х или даже, наверное, 70-х годов. Это довольно крупный корпус. Да, это большой 15-дюймовый низкочастотный динамик из бумаги сделанный, нарисованный, да, то есть это очень большое звуковое давление и вообще отдача в низкочастотном регистре весьма и весьма существенная. То есть этот громкоговоритель, да, эта акустика, она проектировалась с такой идеей основной: сделать ретро выглядящий спикер, да, ретро-выглядящую акустику, которая бы, тем не менее, обладала современным звуком, опиралась на современные технологии. Да, и, конечно, эту акустику, прежде всего, нужно рекомендовать тем, кто любит старый добрый рок. The Edelstein speaker, on the other hand, there was the challenge to develop a small speaker, a shelf speaker, with an outstanding sound quality. So, small speaker, big sound. Да, но Эдельштайн как раз, он из другой оперы. Там преследовалась другая задача. Там хотели сделать очень компактный спикер, очень компактную акустику, обладающую при этом очень большим, объемным, масштабным звуком. And due to the aluminum front panel and the glass bottom panel, that speaker looks, I would say, absolutely amazing. Да, и за счет того, что используются специфические материалы, да, алюминиевая передняя панель и стеклянная панель в основании, акустика это выглядит совершенно необычно, да, привлекательно. So the humidor speaker is based from the technical side on the Edelstein speaker. So it has a similar design, a similar size, and the similar drivers. But the housing is has a cover of cedar wood, which was used for real humidors, therefore the name humidor. So the humidor speaker is a good sounding speaker with a lifestyle. Да, Humidor, он похож на Эдельштайн
по своей идеологии, да, это также компактная акустика, да, с большим масштабным звуком. Она похожа по элементной базе, которая используется, да, там используются похожие громкоговорители, средний частотник и высокочастотник, но она весьма существенно отличается по отделке, да, то есть если Эдельштейн имеет такой техно, да, вид, металл, полированное стекло, то Humidor использует корпус с отделкой из кедра, из натурального, да, что отсылает нас к, собственно говоря, по названию, к такому дорогому ящику для сигар, Humidor, да, и, соответственно, акустика это выглядит уникально, да, обладая похожим звуком на Эдельштейна, она совершенно по-другому выглядит. Спасибо за ответ, Ник. Здесь, кстати, один из наших зрителей, Иван Кочетов, благодарит компанию Magnat за колонки Humidor, цитирую, звук выше всяких похвал. Плюс задает встречный вопрос, планирует ли Magnat продолжать подобные компактные линейки, перефразирую, крутых колонок, и, собственно, интересуется, почему не сделали оригинальные стойки к такой акустике. One of our listener, one of our customer actually sends you his best regards and thanks you for Humidor development because he's owner of the Humidor speakers and he really loves and appreciates the sound. And his question, he has actually two questions. First, are you going to proceed with developing the same style of speakers like Humidor? And the second, why wouldn't you develop a floor stand which would match the Humidor style of the speakers? Okay. First of all, thank you. Thank you for the comment. And I really appreciate that you've got a speaker and you're happy with that kind of speaker. The Humidor was a special project. And that speaker make that project really special because it's the only one. If we're going ahead and we've got a line with center speakers, with floor standing speakers, subwoofers, so then we are in a signature line, and that's not what we like. We would take care about our core assortment, like the new signature line, signature 500, 700, 900 line, and beside that core assortment, we've got that, yeah, let's say unique and sometimes crazy products, and the Humidor is one of that, but unfortunately, there is no plan for the moment to make a bigger speaker than the existing is. Let me specify, Nick, that is from my side. I think that customer didn't mention actually the developing of the line, I mean floor stand or center channel. I mean the developing something similar, maybe a little bit more compact, maybe a little bit more bigger, maybe different wood finish. I mean the same ideology, compact speaker with big sound, but with a little bit addition on top of what you already got. As you know, we just introduced last year 3 new lines. The signature 500, 700, and 900. That was a project what takes more than 2 years of development time. For this year, we are developing some single products, also some new electronic products. We will go ahead with the Transpools line. So that's the plan, the current plan for this year and for the next year. Ага. Ну, ответ понятен. Thank you, Nick. I will translate your reply. Humidor это был такой немножечко отдельно стоящий проект. Для Магната была цель сделать действительно уникальную акустику, да, Магнат этой цели достиг. Если иметь в виду, что развивать линейку Humidor в том смысле, что добавлять к ней напольную акустику, центральный канал, этого точно не произойдет, потому что это уже было сделано Магнатом в семействе акустики Signature. Это именно семейство, которое включает в себя на сегодняшний момент 3 линейки, да, полноценные, с напольниками, с полочниками, с центральными каналами, с сабвуферами. И Магнат потратил на разработку этого семейства почти 2 года, и у них в планах сейчас стоит продолжать развитие в области электроники, продолжать работу над, скажем так, наследником
того успеха, который мы поимели в транспульсе, это мы уже чуть-чуть вперед забегаем, скорее всего, мы увидим транспульс серии 2, или как-то будет он по-другому называться, но именно акустика с той же конструкторской идеологией. Но все, что касается акустик Эдельштайн или Humidor, вот так, как они есть в ассортименте, так они, скорее всего, останутся и будут в ассортименте до тех пор, пока будут пользоваться вашим спросом и вашей любовью, но нового пока вот именно в этой связи Magnat не планирует. Спасибо за ответ, Ник. Следующий вопрос от Юрия Хлонь. Ник, планирует ли Magnat расширение и обновление акустики для Dolby Atmos? Another question. Do you plan to develop more dedicated speakers for Dolby Atmos channels? For the Dolby Atmos channel, that's a very interesting question because, you know, we've got a THX certificated system already, and that one includes an additional Atmos speaker, what is you can also universal use or is used for universal systems. You're asking for a speaker where the Atmos channel is already included? Is that the question? We don't know. We need to specify. If you want to answer it in wide manner, please follow and I will translate. So, in Dolby Atmos system included to floor standing speaker is not planned. So this is a clear answer. What we will go ahead with additional universal speakers, what you can use for your Atmos system. Yeah. Да, то есть Magnat, если вы имели в виду в своем вопросе, не планирует ли Magnat делать напольную акустику, в которую уже встроены динамики для эмулирования Dolby Atmos каналов, как делают это некоторые производители, нет, Magnat такого не планирует. У Magnat есть THX линейка, имеющая THX сертификацию, специально сделанная для работы в системе персональных кинозалов, домашних кинотеатров, и там есть акустика для использования для Atmos каналов, причем это акустика универсальная. Если вы зайдете на сайт magnat.de или зайдете на сайт ПУЛьТ.ру, да, и наберете там Magnat THX, вы увидите там эту акустику, она называется ATM, у нее есть такой индекс, и она как раз может использоваться двумя путями, это я сейчас уже говорю от себя, она может устанавливаться сверху на напольную акустику, и таким образом работать на отражение от потолка, либо она может устанавливаться непосредственно на потолок, да, и работать, как и положено, Atmos-каналом с потолка. При этом сзади на этой акустике есть переключатель, который, в зависимости от того, как вы ее используете, может эту акустику конфигурировать. Thank you, Ник. Спасибо за ответ. Ник, есть еще вопрос от Андрея, но здесь уже касаемо железа. Интересуется Андрей, планирует ли Magnat выпустить сетевой проигрыватель? Yes, very good question. I like it especially, Nik, because the question is, do you plan to make a network streaming unit for your family of electronics? It's on the way. It's on the way. Please wait. I would say 2 months, and then that product will be available. Да, Ник говорит, подождите 2 месяца, и мы вас удивим. Значит, будет. Да. Есть, будет чем удивить. Да, будет, обязательно. Отлично. И также планируется приложение, которое будет доступно на App Store, на Play Market для управления. Does it mean that you will have app which will be available for both Apple and Android devices? Да, и в русскоязычное приложение, поправим. And what is especially crucial for our market? Will this app have multilingual interface, which means in our case will it have Russian language? I think the app is still under developing. Yeah, mainly it's in English, of course. I will check with our engineers the possibility to include the Russian language as well. And so I will give you a comment when I'm back in the office. Да, естественно, приложение сейчас в разработке. Там будет английский как основной. Ник уточнит этот вопрос с инженерами своими. Да, там бы тоже, конечно, хотелось увидеть русский язык, но пока вопрос открытый. Но я правильно понимаю, собственно, что через 2 месяца нас Magnat порадует своим сетевым проигрывателем? Ну, давайте будем реалистами. Да, сейчас довольно тяжелая ситуация логистическая, поэтому
Если говорить про Магнат и про родной их немецкий рынок, я думаю, что они будут наслаждаться этим плеером действительно уже через 2 месяца. В случае с российским рынком нам, как дистрибьютору, понадобится еще дополнительное время для сертификации этого продукта, потому что перед тем, как он должен поступить в салоны ПУЛьТ.ру по всей России и в интернет-магазин ПУЛьТ.ру, этот продукт должен пройти сертификацию, а на это требуется, во-первых, время, а во-вторых, для этого требуется выезд эксперта, сертификатчика на производство, а вы сами понимаете, при закрытых границах сделать это тяжело. Поэтому я бы вам сейчас не поклялся про 2 месяца. Мы приложим все усилия, чтобы этот продукт появился как можно быстрее, но вот некоторые обстоятельства, к сожалению, сильнее нас в данный момент. Вот, но мы будем над этим активно работать, потому что и мы, как дистрибьютор, очень ждем этого продукта и, вообще говоря, уже сейчас видим в нем большой потенциал для рынка. Артем, ну вопрос тебе. По практике прошлых продуктов, да, когда вы делали сертификацию, условно, если Европа начнет пользоваться этим продуктом уже спустя 2 месяца, то ну, на скидку через сколько сможет Россия уже, собственно, начать? Ник, I am just following the Andrew's question regarding the importation of new devices. So give us a minute, we will continue in Russian, then we will come back to you. По практике, вообще, если как бы нашим зрителям интересно, сертификация довольно муторный процесс, да, он включает в себя подготовку документации, он включает в себя выезд на производство, он включает в себя импорт образцов, да, потом тестирование образцов и выдачу заключения, выдачу сертификата, который позволяет импортировать продукт. Вот без вот этих всех предварительных шагов импорт просто невозможен. Да, поэтому если мы хорошо подготовлены, да, заранее собрали все бумаги, все заполнили, то мы укладываемся в 2 месяца. Вот. Я надеюсь, что в этот раз мы тоже не выйдем за пределы 2 месяцев. Поэтому вот можно, наверное, так очень грубо предположить, что сейчас у нас начало апреля, май, июнь, июль. Ну, к сезону точно успеем, да? К сентябрю, я правильно тебя понял? К сентябрю, да. Будем упираться. Так что, уважаемые зрители, в сентябре, скажем так, в сентябре пойдем, вступим с новым сетевым проигрывателем от компании Magnat. Это круто. Есть еще один вопрос, Ник. Собственно, здесь Айрон Шикман спрашивает, как именно Ник относится к силовым кабелям, к сабвуферам Magnat и, собственно, вообще верит ли он в магию кабеля акустического, силового, межблочного. На самом деле это вопрос для многих, скажем так, животрепещущий, поэтому всем, я уверен, будет интересно услышать именно мнение Ника и Магната в целом по поводу кабельной продукции. Ник, typical question for the hi-fi audience. What do you think about cabling? What do you think about wiring? Do you believe that good cables can change your system completely, or cables is just one of the parts which should be good enough and that's it? What is your personal meaning? So my personal opinion is that a sound system, of course, is not only the speaker and not only the amplifier. So that's the whole system. And to a good system, also you need good cables. It's like you got some sport activities, for example. If you are bicycling and you've got a really good bicycle with a low weight, then it's even more complicated to get the lowest weight, you know, and it's more expensive. And when you compare that, for example, to a sound system at home, then, you know, your sound system with maybe some standard cables playing quite well, of course, but maybe not 100%, maybe only 99.5%. And for the E point, you should spend also in good cables. That's my personal opinion. I'm using in my sound system at home, I'm using good cables, of course. I'm not using standard cables, but I'm honest, I'm not using cables for 2, 3 or 5,000 euros. Да, ну, тоже позиция понятная и сочетающая прагматизм и любовь к музыке. Кабели важны. Кабели важны, как любой элемент вашей акустической системы. Акустическая система ваша состоит не только из громкоговорителей, да, из акустики и электроники. Это и кабели, безусловно. Да, и здесь идеал вряд ли достижим. То есть Ник тоже он
от себя добавлю, он большой любитель велосипедов, вот, приводит такой пример, что если вы увлекаетесь велосипедным спортом, в принципе, чем легче велосипед профессионально, тем он дороже. Да, и в какой-то момент вы достигаете такой точки, когда для того, чтобы приобрести еще более легкий велосипед, чуть-чуть легче, чем у вас уже есть, вы должны потратить намного уже больше денег, да, чем вы потратили на текущую модель. Также и с кабелями. Да. То есть, может быть, ваша система уже звучит близко к идеалу, на 99% от ее максимальных возможностей. Но для того, чтобы добавить еще этот 1%, да, можно это сделать с помощью кабеля, но стоить это будет вам весьма и весьма дорого, поэтому тут надо вовремя остановиться. То есть Ник говорит, что да, у себя дома он использует хорошие кабели, он не использует стандартные кабели, которые обычно там вкладывают в недорогую электронику, но, в общем, кабели это не супер дорогие, и он не считает, что, в общем, стоит так далеко уходить. Спасибо, Ник, за ответ. Есть еще один вопрос. Я перепутал предыдущие вопросы от пользователей. Прошу меня простить. Вот, их очень много, и я, собственно, очень сложно разбирать. Собственно, надеюсь, вы меня простите, уважаемые зрители. Вопрос вот сейчас от Айрон Шикман в отношении MR880 стереоресивера, очень популярного. Он задает вопрос Нику, почему регулировка громкости не имеет тон компенсации. Yeah, the question is about MR780. Yeah, why your volume control doesn't have tone compensation for that unit? Can you repeat the question, please? Can you explain why this receiver doesn't have tone compensation for the volume control? That's a very good question. That's a very good question. I will check that with our engineer, and then I will come back to you, because therefore I do not have the right answer right now, because the product was developed 4 years ago, and at that time it was for us the best unit in the development time. So the unit is as it is today. So, but maybe we can have an upgrade with the tone composition as well. Why not? Да, но у Ника нет такого прям конкретного ответа, как бы нам хотелось. Он, конечно, переспросит у инженера, да, почему, собственно говоря, не предусмотрена тон-компенсация. Но здесь я могу от себя добавить, что иногда на такой вопрос ответить практически невозможно, потому что когда какой-то продукт разрабатывается, разработкой занимается не только инженер. И я вам даже по секрету скажу, отнюдь не только инженер. Им занимается в основном маркетинг, да, и если маркетинг говорит, вот нам нужен вот такой набор функций за такие деньги, а это важно, да, то есть тут как раз, в общем, инженер находится в неких узких рамках, да, и в этих рамках действует. А почему именно в этой модели не сделано было? Ну, давайте мы переспросим у Магната и постараемся, может быть, в дополнительных комментариях к этому стриму, который сохранится на YouTube, на этот вопрос ответить. Пока вопрос так, что ответ так звучит, да, вот этот усилитель был сделан почти 4 года назад, разработан, вот он был сделан таким, как сделан, поэтому, собственно говоря, по отсутствию тон-компенсации сейчас внятного ничего сказать мы не готовы. Да, единственное, тогда сразу хочу оговориться, чтобы не было обид среди зрителей. Есть вопросы технического содержания. Я, с вашего позволения, сейчас, Артем, тебе озвучу. Опять же, от того же пользователя он спрашивает, невозможно подключить по Bluetooth ничего, кроме телефона. И по таймеру уходит в режим стендбая. Если возможно, я не уверен, что Ник сейчас сможет нам ответить на эти вопросы, технического именно содержания. Если возможно, вот их, собственно, приплюсовать к первому вопросу в отношении тон компенсации и в нашем чате впоследствии ответить. Я думаю, что это возможно. Да, но здесь, вообще говоря, это вопросы, я бы так их назвал, из повседневной жизни, да, поэтому на них, наверное, даже отвечать должен не Ник, а мы с тобой, да, поэтому, в том-то и дело, да. Пожалуйста, да, задавайте эти вопросы специалистам ПУЛьТ.ру, если они не смогут на это ответить оперативно, они спросят у нас, то есть по поводу подключения к MR780 по Bluetooth, да, просто возьмем MR780 и попробуем, да, и выясним, какие там есть нюансы, если вдруг у нас
не получится, мы переспросим инженеров Магнат. Тут, в общем, это такое, как говорится, как говорил Карлсон, дело житейское, да? Да, справедливое замечание. Уважаемые зрители, не стесняйтесь. Если у вас возникают технические вопросы по оборудованию, звоните, наши специалисты с удовольствием подскажут. Ну, как и повторюсь за Артемом, если мы не сможем найти ответа на ваш вопрос, мы обязательно зададим компании-дистрибьютору, они в свою очередь зададут производителю напрямую, и мы все вместе найдем ответы на ваши вопросы, в этом можете не сомневаться. Да, я прошу прощения, Андрей, что я тебя перебиваю. Я тут тоже пытаюсь... Да, прошу прощения, я пытаюсь следить за вопросами тоже здесь у вас. Тут, правда, ты меня контролируешь? Не-не-не, мне самому интересно. Я смотрю, прям такие вопросы клевые. Я, правда, ребят, ну, я переведу тут один вопрос про... Давайте я его сначала озвучу. Почему... Да, Олег спрашивает. Зачем вы делаете круглые маленькие дисплейчики и окошечки? Я хотел его позднее задать. Красивее лампы смотрятся в крупных окнах, и на нормальный дисплей богаче смотрятся. Nick, I would like to... Some questions are really nice. I love them. For example, why do you make so small and round windows for the wells, for the valves in your amplifiers? Why shouldn't you make them bigger? You know, because for the tubes, yeah. This is you know, that's a very good question, and I've got a perfect answer for you. That is our design. So we're working together with a very high, very good designer from Germany, Mr. Thiele, and with him together we are checking a lot of drawings before we go ahead into the toolings to tool of the product. And that round design was from the very beginning our market and marketing strategy for that tube windows, and therefore the tube windows are round. Да, ну, ответ идеально соответствует вопросу. Почему такие маленькие кругленькие окошечки? Потому что такой у нас дизайн. Магнат тратит очень много времени, действительно, на них работает очень хороший дизайнер немецкий, да, они много тратят времени именно на подготовку скетчей, прежде чем вот так называемый industrial design, то есть тот внешний вид, который будет электроника иметь, попадет, собственно говоря, в производство, да, и вот эти круглые окошечки, это действительно выстраданный дизайн, который нравится самому Магнату и, в общем, нравится целевой аудитории Магната, поэтому, ну, тут, как говорится, красота в глазах смотрящего, да, поэтому кому-то нравится кругленькое и маленькое, кому-то большое и квадратное. Вот Магнат считает, что вот такой дизайн, который есть у их усилителей, он идеально подходит большинству пользователей, поэтому вот, да, ответ такой. И они же у нас, правильно, не для красоты, они же несут непосредственно функцию предусиления. Ну, конечно, нет, по этому поводу мы не спорим, да, то есть давайте мы напомним, да, что сейчас та электроника, те усилители, которые делает Магнат, она гибридная. Если их первый усилитель AV1, он был полностью ламповый, сейчас техника гибридная, то есть в предусилении используются двойные триоды, а в конечном усилении используются уже транзисторы полевые. И давайте я сейчас у Ника уточню. Ник, regarding valves, regarding tubes, is it true that you use Russian-made tubes for your amplifiers? Yeah, that was from the very beginning. The RV1 used the Russian tubes. Yes, that's correct. What about current line? Do you still? What about current line? Do you still use Russian tubes, or you switch to another manufacturers? We are trying to find always the Russian tubes because they are the best. Yeah. Да, и вот тоже такой для нас, наверное, вызывающий легкую национальную гордость факт, что Магнат в своих усилителях использует лампы российского производства. Это было вообще с самого начала, когда первый RV1 делался, там вообще все лампы были российские. И сейчас тоже, несмотря на то, что те двойные триоды, которые используются, они достаточно стандартные, но Магнат всегда пытается находить партии российские именно произведенных ламп, и, в общем, в своих презентациях это обязательно упоминает. Я, кстати, наводил справки, раньше это
был, по-моему, Светлановский завод, да, под Санкт-Петербургом, который делал лампы для радиоэлектроники. Наши зрители и слушатели меня могут поправить, если я ошибаюсь. А сейчас он обанкротился и закрылся, этот завод, и поэтому, по-моему, единственный завод, который у нас делает, он расположен в Саратове, да, или под Саратовом, который делает именно лампы для аудиоиндустрии. Вот Магнат их активно использует. Здорово. Спасибо за ответ. Ник, а ты слушал Yamaha 3 пятерки? Ник, have you experienced with Yamaha 555 speakers, NS555? And what is the question? Вопрос-то в чем? Нет, пусть ответит, слушал, да или нет. Если Yes, yes or no, yes or no. Be honest, be open with us. Yeah? Of course, you know. Конечно, слушал. Отлично, тогда you know, вопрос. I'm in the speaker business for more than 19 years now. I've seen a lot of speakers, and of course, I was not able to listen to every the speakers on the market, but yeah, if you ask to compare that speaker to one of ours, that's quite difficult because all the speakers are unique. Да, но он, видишь, предвосхищает твой вопрос, Андрей. Он почувствовал, что дело пахнет керосином, вот, и сразу говорит, что за 19 лет он чего только не послушал. Вот, и 3 пятерки он слушал, конечно же. Но если ты сейчас попросишь сравнить звучание этой акустики с каким-нибудь из акустик Магнат, то он сразу же, видишь, отвечает, что сделать это очень тяжело. Каждая акустика уникальна. Согласен, да, но тем не менее, есть вопрос. Сергей Авдюгин очень желает услышать вот именно на взгляд Ника, в чем разница по звучанию между Yamaha 3 пятерками, очень популярной акустики в Российской Федерации, и темпусами 77-ми. В принципе, это прямые конкуренты. But in fact, Nick, actually, I'm afraid we need to tell something about that, because this is a normal and good question actually from the customer side. They want to make correct choice, and they want to understand what is the difference between NS555 from Yamaha and Tempus 77 from Magnat. Coloration, I don't know, voicing, whatever. Your answer will be appreciated. We understand that you are wearing Magnat hat, but maybe you want to give us some hints where to look on, what specific points to be concentrated on in regards to these two speakers, quite different one. Yeah. I would say, okay, I know that speakers had a very big tweeter mid-range section covered by a big plastic part. Да, он говорит, что... Ник, sorry, I will be trying to translate you in a row. Yeah? То есть Ник говорит, что да, 3 пятерки у них довольно мощная такая альтовая часть, да, то есть высокая среднечастотная, с твитером, с таким нагруженным на такой крупный пластиковый рупор. So, our Tempus speaker is definitely better in the response for bass and mid-range, that I can tell you. So it's more powerful in the lower frequencies, and also the tweeter itself is definitely in a higher quality than the Yamaha one. Да, ну тут да, опять же, я прошу сделать сноску, что мы задаем явно провокационный вопрос, да, то есть, да, согласен. Да, вы вряд ли ожидаете от Ника, что он сейчас начнет хвалить Yamaha, правда? Это было бы вообще странно. Вот, но он говорит, что Tempus, по его мнению, обладает абсолютно очевидно большими возможностями в низкочастотной части. Да, и я, кстати, в этом с ним абсолютно согласен. Те, кто слышал Tempus и Yamaha, они со мной согласятся, да, что Tempus дает гораздо более такой экспрессивный и впечатляющий бас, чем Yamaha. Yamaha хорошая акустика, это действительно деньги, потраченные на нее, не будут потрачены впустую ни в коем случае. Но я думаю, что Tempus будет звучать более достоверно. Спасибо, Ник. I will give you one, sorry to interrupt, I will give you one more detail. If you compare the mid-range, then the Yamaha use a 5/4 and we are using a 6.5-inch mid-range. Да, ну, Yamaha, да, 5,25 дюйма использует, а mid-range Tempus использует 6,25, по-моему, да, mid-range. Это так, в продолжении к более впечатляющей середине басу.
Спасибо за ответ, Ник. Я от себя лично приношу извинения за компрометирующие Так нет, вопросы. это стрим, это ж нормально, да? Показывает практика, ответы на компрометирующие вопросы самые интересные, Да, самые да. животрепещущие, скажем Yes, так. Nick. We apologize for this provocative question, but this is a live stream. I don't know. This is questions which we get online. So. Да, так I'm что, Ник, trying спасибо my за best to ответ. give you my honest answer on that. Да, но Ник говорит, он старается честно отвечать, хотя он Спасибо, потеет. да. А вам, зрители, спасибо за компрометирующие вопросы. Не отставайте, задавайте вопрос. Еще есть вопрос, Ник, от Владимира Мир. Планируют ли разработчики Magnat выпустить аналог транспульсом 1500, но более компактный и, возможно, из более качественных материалов? My favorite question. Finally, I got it from independent person online. Nick, do you plan to develop something like Transpulse 1500, but in more compact design? You're welcome. I would say in my rating that is the best question today. Да, Ник говорит, что за сегодня это лучший вопрос, да. Yes, we are already in the development of a compact transpulse. So a smaller box. Of course, it has a smaller bass driver, but we will use some similar components as we used for the Transpulse 1500. The sound quality will follow the idea of the Transpulse. So a natural, a very hard, a realistic, and a fast sound. So that will be introduced, that new speaker. So the plan is by autumn this year, and it will complete the Transpulse family. Да, ну тут, как говорится, вопрос, как есть такая поговорка, лыка попала в строку, да. Действительно, Magnat разрабатывает акустику, которая будет дополнять Transpulse 1500, он будет более компактным. Это новый Transpulse, мы не знаем сейчас пока, как он будет называться. Он будет, естественно, использовать немножко другую элементную базу. Там уже не поместится 15-дюймовый драйвер будет поменьше. Но все, что касается идеологии, да, и характера звучания, меньший Transpulse, меньший брат, да, 1500-ки, он будет очень сильно похож на то, что вы сейчас получаете от 1500 Transpulse, но, естественно, немножко в меньшем масштабе. Планы Магната закончить этот проект к осени. И здесь, кстати, я добавлю от себя, что с пассивными громкоговорителями мы, к счастью, не заключены в такие жесткие рамки по сертификации, как с электроникой, поэтому мы будем прямо наступать на пятки немецкому рынку, и как только он появится в прайс-листе и в возможности заказывать, мы тут же его привезем в Россию, поэтому вот как раз пассивная акустика никаких задержек не будет, и мы привезем ее прям, наверное, одновременно с немецким рынком, будем здесь иметь возможность ее потестить и насладиться. Спасибо за ответ. И мое дополнение к вопросу. Мы можем рассчитывать, что Magnat нас порадует, побалует, не порадует, а побалует изобилие цветовой палитры. Будут черные, белые, в орехи, в каком-то другом оттенке. Ты про транспульсы спрашиваешь, да? Ну, про транспульсы то, что планируют сделать меньших собратьев. Ну и вообще, да, в принципе, потому что если говорить про линейку, например, Signature, это я пока сейчас от себя отвечаю, она не ограничивается только белым и черным цветом, как вот у меня за спиной можно видеть. Там и есть очень красивый цвет, который называется макасар, да, эбеновое дерево. Вы можете зайти на сайт magnat.de и увидеть этот цвет воочию, да, то есть более младшие линейки не выпускаются тоже в двух цветах, в черном ясени и в таком мока кофейном цвете. Но вопрос я твой переведу. Ник, regarding the Transpulse, first of all, and in general, do you plan to enlarge your color, let us say, palette, color variation of the cabinets which you produce? We are talking about the Transpulse series? At the moment, the question was about exactly Transpulse line. No. So that's a very clear answer. We will stay at the current color. Да, ответ в данном случае конкретный нет. То есть цвет будет тот, который мы имеем в Transpulse 1500. И, в общем, can you explain why it is so? Do you want to keep the budget, or is it something different from that? What are the reasons
Why don't you want to In our experience, that color, so the dark mocha black in combination is the most popular color. And here we only following, let's say, the trend. Да, ну, с точки зрения Магната, вот это цветовое сочетание, да, которое используется в текущем транспульсе, оно отвечает, скажем так, наибольшему числу таких усредненных запросов, да, от потенциального потребителя, да. Здесь я, давайте от себя немножечко добавлю то, чего не сказал Ник, но то, что я знаю наверняка. Если вы знаете цену, Magnat Транспульс 1500, а вы наверняка ее знаете. А кто не знает, тот сейчас зайдет на сайт ПУЛьТ.ру и посмотрит там эту цену. Если вы ее сравните с похожими моделями от других производителей, то вы увидите, что эта цена почти в 3 раза отличается от ближайшего, скажем так, собрата по конструктиву. И это, поверьте мне, очень сложно было сделать настолько впечатляющую звучащую акустическую систему в столь скромном ценовом бюджете. И нежелание Магната увеличивать количество цветов в отделке, поверьте мне, оно связано как раз с этим. Чем больше цветов, тем больше наименований в прайс-листе, больше складская программа, больше накладных расходов. Все это неизбежно приводит к повышению цены для нас с вами. Поэтому тут, к сожалению, а может быть и к счастью, мы с вами смиримся с тем, что новый Транспульс будет иметь ту же отделку, что и Транспульс 1500, но я вас уверяю, цена будет впечатляющая. Ценой мы вас с Магнатом не разочаруем. И на этом огромное спасибо, Артем. Еще вопрос, опять же, по Транспульсу. Она крайне популярная у нас линейка, в принципе, ну, это следовало ожидать, такой old school, так называемый. Все соскучились по большим, красивым колонкам. Андрей задает вопрос, так ли пользуются транспульсы, точнее, пользуется ли Транспульс 1500 популярностью в Европе? Что скажет на это Ник? Да, и yes, Nick, again, new question about Transpulse. It is, for no doubt, it is one of the most popular Magnat speaker in Russia now, and you know that exactly, looking on our orders. The question is Transpulse the same popular, or has the same popularity in Europe, in average, of course, because Europe is different, Northern Europe, Southern Europe, like in Russia or in other countries. What is your understanding? Yeah. So the Transpulse 1500 is successful all over the world. But we've got some highlights. For example, Russia is that in Russia that speaker is really popular. We've got very, very good feedback from Asia customers. They really love that speakers. I would say that's always the question on what kind of people are listening music. People who buying a Transpulse 1500, I would say they really love listening music. And that's why that speaker is so successful in Russia. Да, ну, действительно, во всем мире продается Транспульс весьма и весьма успешно. В каких-то странах он продается лучше, в каких-то хуже. Россия в числе безусловных лидеров. В Юго-Восточной Азии очень хорошо продается акустика. Но здесь Ник немножко отходит от такого национального момента и говорит про то, что Транспульс как раз нравится тем, кому нравится музыка. И тут я немножко поясню его ответ. Мы с ним, кстати, эту тему обсуждали много раз, тет-а-тет, что называется. Не секрет, что многие потребители покупают акустику еще исходя из ее дизайна, внешнего вида, цвета, насколько он подходит к отделке стен, шторам и так далее, да, универсальности некой, да, многие хотят использовать акустику там и для кино, и для стерео. А вот Транспульс – это такая акустика, которая, наверное, не предполагает компромиссов с точки зрения звука. То есть люди покупают ее, потому что им нравится, как звучит Транспульс. И как раз вот это и определяет аудиторию, да, которая, наверное, меньше национальна в этом плане, а больше вот аудиофильна. Хотя вот, например, я знаю, что в Северной Европе, в скандинавских странах, например, в принципе, такой формат габаритной акустики не очень популярен. Да, то есть там больше компактное, все белое. Кстати, я сейчас этот вопрос задам. Ник,
What about Scandinavia? Because I know the Scandinavian market is more, addicted to something compact, white, lean. What about transports? How it was accepted then in Northern Europe? Also, a very good response. You know, that's the speaker. The speaker itself is amazing. It's a big speaker with a 15-inch driver. It plays powerful music, you know. If you like to have a really loud sound system at home, you should try the Transpulse 1500. Ну да, конечно, везде он принимается на ура. Это большая акустика с большим динамиком, да? Поэтому если вы любите громко слушать рок, особо вам деваться некуда. Купите Transpulse. Мы с ПУЛЬТ.ру вам поможем. Да, и большая комната нужна. Хотя нет, не обязательно. Кстати, да, я тут, если полазить на форумах, да, в форумах часто обсуждают Transpulse 1500, мне там несколько раз попадалась фотография, один из клиентов использует 2 пары Transpulse в 14-метровой комнате. 2 пары? 2 пары. Да, одна на другую поставлена. Погуглите, найдете это фото. Человек сделал фото своей гостиной. Они у него стоят на таких подставочках, на колесиках. Я, к сожалению, не помню, как его зовут. Вот, он прям большой такой поклонник Transpulse в 14 метрах. Ну, вот сразу хочу оговориться, что да, Transpulse действительно акустика очень популярна. И как только они появились, ажиотаж был бешеный. Следующий вопрос, с позволения Ника и Артема, уже от генерального директора Павла Сергеевича. Он задает вопрос Нику. Вопрос следующего содержания. Он знает, что некоторые немецкие бренды активно рекомендуют определенные кабельные бренды. И эти рекомендации они, как правило, транслируют на своих коробках. Что думает вот на этот счет именно Ник? Готовы они также рекомендовать определенный кабельный бренд? Ага. Yeah, so the question now comes from the general manager of the ПУЛЬТ.ру. The question is about cabling again. Many German manufacturers, they directly recommend some certain brand of speaker cables to be used with their speakers. I don't want to name these brands, but in many cases they even put some special announcement on the boxes, on the packaging. What about Magnat? So, some years ago, we recommended the Ölbach cables because Ölbach was a part of the Vox Corporation, or is still part of the Vox Corporation. And so that was for us, of course, the reason to recommend the Ölbach cables. But, you know, if you're asking me personal, then I'm open for all the cable companies worldwide. Да, ну, некоторое время назад, кстати, хороший, честный ответ, да, то есть некоторое время назад Магнат тоже рекомендовал использовать кабели Ольбах, да, и писал об этом на коробках, но это как раз было связано с тем, что Ольбах входил в корпорацию Vox, да, и поэтому такая рекомендация, скажем так, назовем ее, была естественной. А вообще говоря, персональное мнение Ника, что кабели подбираются по другим параметрам, нежели как по принадлежности, корпоративной принадлежности. Их надо слушать. Да. Прошу прощения, Артем, что перебил. А Ник может дать для наших зрителей некие рекомендации вот именно по подбору кабеля к системам? Ник, just feel free to make a personal recommendation. What cables do you think will be best matching for the Magnat speakers? The best cable? Wow, that's a really good question. I would prefer a copper cable, okay, a pure copper cable. That would my best cable. So I know there's some combinations of aluminium and air and isolation and everything. So I made the best experience with a really, really good and simple copper cable from the old car audio business, you know, 2.4 millimeter. That's fine. That's my personal recommendation. Отличный ответ. Медь. Вот ответ Ника, да, то есть всякие к этому поводу подходы по этому поводу, да, и воздушная изоляция, и всякие ухищрения с серебром. Мнение Ника: 4 квадрата, хорошая, добрая, старая медь. Вот как звучит его рекомендация по кабелю, по акустическим. Ну вот встречный вопрос, Артем. В России ни для кого не секрет, есть понятие, такое неформальное правило, на мой взгляд, что стоимость кабельной продукции должна составлять 10% от стоимости системы.
Вот, я могу ошибаться, если я не прав, в комментариях зрители поправьте, либо, Артем, ты можешь это сделать, если ты не согласен. Вот, что Ник на эту тему думает вообще, как бы, вот, чтобы он сказал его мнение? Yeah, now we are a little bit touching the marketing side, or maybe even sell-out side of this story. Have you ever heard about this, let us call it rule, that the cost of your cables, speaker cables, should be approximately 10% from the cost of your speakers? What do you think about that? I think that's a good combination, yeah. Да, ну это, в общем, звучит разумно. Если как бы ты меня спрашиваешь об этом, я не склонен оценивать кабели по стоимости относительно акустики. Да, то есть я все-таки склонен оценивать кабели, как они зазвучали в данной конкретной системе. У меня были прям живые примеры, когда там очень хорошие кабели, которые там стоили половину стоимости той акустики, которую мы тестировали, давали совершенно странный результат, да, и мы их в какой-то момент меняли на дешевые 2,5 квадрата медь, и вдруг акустика раскрывалась вообще прям невероятно. Поэтому здесь позволю себе заметить, что практика, она критерий истины. Пробуйте, слушайте. Я знаю, что в салонах ПУЛЬТ.ру феноменальный выбор кабелей. Приходите, приносите свою акустику, если вы выбираете электронику, приносите свой усилитель, если вы выбираете акустику, пробуйте разные кабели, посеребренные, медные. Это, вообще говоря, в какой-то момент просто окажется вопросом сочетания всех элементов системы. Это мое мнение, оно может не совпадать с мнением Ника или вашим. В общем, твое мнение – это экспериментируйте, да, скажем так, не гнушайтесь этого, я правильно тебя понимаю? Абсолютно точно. В принципе, ответ здесь всегда может быть только один. Какие кабели выбрать? Самые дорогие, которые можете себе позволить. Но это ответ такой, немножечко дурацкий, да, поэтому выбирайте, пробуйте. Иногда, как я уже сказал, дешевый кабель, именно по цене дешевый, а не по качеству, он даст вам совершенно неожиданный результат с точки зрения качества звучания всей системы. На самом деле, Артем, я полностью согласен с твоим мнением, утверждением, и всегда говорил, говорю и буду, что лучший советчик – это ваши уши. Так что экспериментируйте, пробуйте, и да пребудет с вами удача и силы. Ник, вопрос от меня. На заре моей карьеры в ПУЛьТ.ру у Магната была небольшая линейка наушников. Ни для кого не секрет. Наушники полноразмерные, внутриканальные сейчас набирают поистине большую популярность на территории Российской Федерации. Планирует ли, если я чего не знаю, Магнат вновь возобновить на примере, там, не буду называть этих брендов, именно производить линейку наушников? Questions about headphones, Nick. You know that headphones in general, like a brand category, is taking more and more market share if you look on the audio industry in general. So what is your view on this situation, and what is Magnat strategy in regards to the, let us say, coming back to the headphones line development inside Magnat brand? Yeah, you know, we tried to enter the market, the headphone market, 5 years ago with the Magnat LZR lineup. It was a pretty nice headphone. It was designed by Pininfarina. The sound quality was developed by the laser system Klippel, by the Magnat engineers. So it was a really good headphone. So we stopped the headphone business 2 years ago because we like to be more focused in the future on the real audio business, on the stereo business, on the home audio business. So this is our challenge and our strategy for the next years, to be more focused, to be more concentrated on that kind of business, to be better at the market. Да, Магнат имел опыт вхождения в рынок наушников. Это было, Ник сказал, 5 лет назад. Я подозреваю, что это было сильно побольше. Может быть, это было 7 или 8 лет назад. Была такая линейка «Лазер». Она называлась у Магната.
Очень, кстати, хорошо звучащие наушники, которые разрабатывались инженерами Magnat с точки зрения их звучания, и они моделировались на такой лазерной системе клипель немецкой, и дизайн для них, имеется в виду индустриальный дизайн, делала компания Pininfarina. То есть это был серьезный, дорогой, большой проект, но Magnat закрыл 2 года назад, и в настоящий момент не планирует возобновлять экспериментов вокруг наушников, да, предпочитая фокусироваться на, скажем так, традиционном хай-фае. И это осознанная стратегия Магната, да, несмотря на то, что Магнат, безусловно, понимает, что на рынке наушников стоятся наверняка несметные богатства, да, для тех, кто, как те самые пираты, да, смогут до них добраться, да, сквозь моря конкурентных сражений. Вот. Магнат предпочитает фокусироваться на том, что у него получается делать лучше всего. Традиционную акустику и электронику. Спасибо за ответ, Ник. Собственно, есть еще один вопрос от Владимира Мира. Он интересуется, почему производитель, Магнат в нашем с вами случае, фактически не выпускает трехполосные полочники. Also interesting, typical hi-fi question, Nick. Why Magnat doesn't produce three-way bookshelves? So we are talking about a bookshelf speaker with a woofer and a mid-range. Correct. And a tweeter. Correct. Okay, may I ask you to give the question back to you? Is it then still a bookshelf speaker, or we are talking about a floor standing speaker then? Да, ну тут Ник возвращает вам вопрос. А что же тогда получится у нас? Полочник или все-таки такой маленький напольничек? Nick, actually, as we are not able to sustain conversation with our viewer, let me play the role, yeah, of the guy who asked this question. To say the truth, that is also, let us say, coming back to the style of 60s and 70s, and you can find examples from the other manufacturers when they are trying to big, let us say, monitor look, huge, or we hardly can call them bookshelf speakers, but it is three-way, let us say, bulky speakers, which can be used on the floor stand separate. Yeah. Я сейчас поясню мой вопрос, да, поскольку мы не можем поддерживать живой диалог с нашим зрителем и слушателем. Я его выступаю с его позволения от его лица и задаю такой Нику вопрос, да, что, в общем, мы видим у других производителей, что такой тренд тоже появился, такие крупные мониторы, мы назовем их, да, или большие полочники, которые используются на отдельных таких напольных подставках. The new transpose, what we discussed before, will be a compact design and it will be a three-way. Да, ну здесь ответ у Ника такой, политкорректный. Новый транспульс, про который мы уже немножко поговорили, он как раз будет компактным и он будет трехполосным. То есть если вот задача такая, то вы как раз увидите его в лице, увидите реализацию этой задачи в лице новой модели транспульса. Да, я понял. Спасибо за ответ. Ник, еще один вопрос. Может ли Ник дать нам, зрителям, рекомендации именно с своей точки зрения по построению домашнего тракта, именно стерео, с чего лучше начинать, как правильнее подбирать, начинать это с усилительной части, либо начинать с акустики, а потом уже к акустике подбирать усилитель. Ну, собственно, вот хотелось бы услышать рекомендации Ника и, собственно, Магната в целом. Nick, can you please give us your personal advice for those who want to step in stereo world like a rookie and doesn't have anything at home? Or let us imagine that this guy has, I don't know, soundbar and wants to go to the, let us say, more sophisticated separate hi-fi system. What should he start from? What component should be chosen first? Should it be amplifier and then he should come to speakers, or should it be speakers and then it be amplifier, or what? How to start? What to touch first? You know, the loudspeaker, in my opinion, is the most important point here, because here you are able to spend, or you should spend, the most of the money. Why? Because it's not only a built speaker, the loudspeaker is a translator. And he translates
at the end, the digital or the analog signal to the mechanical, that means to the acoustical signal. So that means that's the most important part on the whole audio system. So therefore, start with the speaker, choose the right one, choose the right size for your living room. It can be a small one, it can be a big one. Speak to your dealer, what kind of music, for example, you prefer. If you're more the audiophile type or more the rock type. So it's very important what size of speaker you will need. Also, the volume you like to listen to music would be interesting. So that's the way I would start. Да, ну, рекомендация Ника вполне однозначная. В данном случае начинайте с акустики. Во-первых, акустика – это не просто часть вашей системы, это, как выразился Ник, переводчик, да, который в конечном итоге некий сигнал, будь то аналоговый сигнал электрический, либо цифровой сигнал, который тоже электрический, преобразует в понятные нашему уху и нашему организму звуковые механические волны. Это очень важная часть, посредник, переводчик между электронным миром и миром, аналоговым миром, акустическим миром звуковых волн. Поэтому выбор акустики экстремально важен, и при планировании вашего бюджета сконцентрируйтесь прежде всего на выборе акустики. Обратитесь к вашему дилеру, в данном случае в компании ПУЛьТ.ру, расскажите специалистам компании, какого размера ваша комната, да, как громко вы любите слушать музыку, это тоже важно, потому что сколько любителей хай-фая, столько споров на тему погромче или потише, да, подетальней, либо по насыщенней, по эмоциональней. Расскажите, какую музыку вы любите слушать, классическую музыку, рок, джаз, да, все это в конечном итоге приведет вас к выбору акустики, а уже за ней можно выбирать все остальное. Спасибо за ответ, Ник. Есть еще один вопрос от Олега. Цитирую. Собственно, планирует ли это, что касаемо железа, планирует ли Магнат в будущем делать некие усилители все в одном, на примере таких брендов, как НАТ, Аркам, Маранс и так далее. Да, сразу хочу оговориться, что здесь, скорее всего, идет речь о именно все в одном. MR780, по сути, является все в одном. И интернет-радио, и обычные тюнеры, и Bluetooth, и так далее, и тому подобное. Здесь идет речь именно, я предполагаю, что планируется ли усилитель, чтобы все было в одном, в том числе и сетевое решение. Да, ну вот ты как раз немножечко оговорился, я тебя позволю поправлю. В 780-м нет интернет-радио, там есть FM-радио, там есть Bluetooth на борту, да, то есть там это, вообще говоря, стереоусилитель гибридный, да, с ламповым трактом предусиления. И то, что там как раз есть FM-тюнер и возможность использовать Bluetooth-источник, делает его немножечко ресивером. Но это все-таки по своей идеологии звуковой это стереоусилитель. Но давай я твой вопрос переведу. Nick, actually the question was regarding electronics. We already talked a little bit about streaming device, which we will see hopefully quite soon from you. But does Magnat plan to develop, let us say, everything in a box type of electronics? I mean, amplifier which will include networking features. Do you know about our new MC200? Да, знаете ли вы про новый магнатовский MC100? MC200, you said? MC200. Да, MC200. MC200. So it's an all-in-one unit. It's a compact unit, has a CD player in, it has an internet radio, it has a DAB+, it has Bluetooth. So that could be one solution. Да, здесь уже ответ Ника провокационен по отношению к нам, как дистрибьютору и импортеру техники Магната. У Магната есть такая штука, MC200 называется, можно ее на сайте увидеть. Это как раз все в одном. Это компактный в пол река шириной устройство, которое объединяет в себе и стереоусилитель, и FM-тюнер, и DAB-тюнер, кстати, да, что, наверное, может быть актуально для тех, кто живет на северо-западе нашей страны.
там еще можно ловить, по-моему, DAB-передачи, и сетевые там есть возможности. Так что это устройство, к нему, кстати, есть и приложение, которое Magnat недавно выпустил и обновил. Поэтому вот такое устройство у Магната есть, но, к сожалению, в Россию мы его пока не привозили по причинам, которые мы обсуждали в самом начале нашего стрима, пока из-за коронавирусных ограничений, связанных с международными перемещениями, мы не можем выпустить сертификат для этого устройства. А так, да, Magnat отвечает на это формально положительно, устройство такое есть, оно есть на рынке, пока только на немецком, поэтому можно ожидать, что у нас оно появится. Ну, оно появится, я правильно понимаю? Конечно, Андрей, то есть это тот же ответ, что и с сетевым устройством, да, вот как только немножечко мы все тут вздохнем и расслабимся после всех вот этих наших приключений с закрытиями, да, с перекрытиями всех возможных сортов, мы возобновим нормальную работу сертификационную, отсертифицируем все, что мы не успели за последние там месяц-полтора сделать, и все, естественно, будет здесь у нас доступно в России. Слушай, ну было бы здорово, потому что если бы этот продукт появится, скажем так, на российских прилавках, то он разбавит, собственно, ну, у людей будет выбор. Не только там Денон, условно, онки, не будем называть вслух, но и что-то, нечто иное. А, кстати, пожалуйста, кто сейчас с нами до сих пор в стриме находится, напишите, да, как вы относитесь вот к электронике не full rack, да, а половинчатого размера. Потому что такой формат очень популярен в Скандинавии и на Британских островах, и в Германии популярен, а у нас как-то все люди хотят, чтобы все было традиционного рэкового такого 19-дюймовой ширины. Как вы относитесь вот к тому, что будет электроника, но будет вот она в пол хай-файного размера? Напишите нам ваши комментарии, нам будет интересно. Nick, we have been actually discussing the perspective of the MC200 because it's nice product, but it is half rack size. Yeah. And for Russian market, it's quite, typical when customers searching for the normal, let us say, 19 inches wide electronics and suggested like a true hi-fi rather than a small compact device which looks like a microsystem. Okay. Да, я от себя добавлю, с вашего позволения, мужчины. Уважаемые зрители, вы, когда будет свободная минутка, можете зайти на сайт magnat.de, там действительно представлен этот продукт. В разделе электроник модель называется MC200, MC100, но я так полагаю, что MC100... MC200 самая новая. MC100 мы, кстати, да, тоже на нее внимание обращали. MC200, в ней появились сетевые возможности. Вот она из-за этого стала интересной. Да, и, собственно, чтобы вы понимали, когда Артем говорил про full size, собственно, стандартный размер Hi-Fi компонента 43,5. А здесь именно идет речь о таких моделях, как мини-музыкальные центры, такие как Denon N10, Onky 755. Вот именно насколько вам интересно иметь у себя в обиходе подобные решения. Напишите свои комментарии, действительно интересно, и я уверен, что на основании ваших комментариев Артем примет решение, возить это или не возить. Да. Артем, ты с нами? Что, я выгляжу как задремавший? Нет, я читаю вопросы. У меня на соседней панели открыты вопросы, поэтому я тут стараюсь это... Не-не-не, я не сплю, нет. Да, все, отлично. Тут вопрос такой от Ивана Кочетова. Какую музыку слушает сам директор Магнат? Я предполагаю, жанровые составляющие. Ник, да, Ник, what do you listen? What kind of music do you love? What I like is, of course, all the modern stuff. But sometimes when I'm listening to my turntable, then I listen to Frank Sinatra, Sammy Davis Jr., Red Pack, for example, and yeah, that's totally different. So I do not have a typical style of listening music. So I love all the music what's playing well on my system, and I really enjoy that. Да, слышали, да, вы по жанрам. У Ника нет предпочтения, да, и Фрэнка Синатра он слушает, и современную музыку слушает, и у него нету прям какой-то тяги к одному какому-то жанру, да, у него есть любовь к хорошо звучащей музыке, хорошо записанной музыке, поэтому его вкусы здесь довольно обширны.
Спасибо за ответ, Ник. Еще есть вопрос. Я, правда, не совсем понимаю формулировку. Попробую зачитать как есть. Может быть, вы меня поймете. Правда ли, что поиск новых материалов для диффузоров — попытка удешевления производства, так как бумажные диффузоры чрезвычайно дороги? Ага. Good question, actually, Nick. I am not sure if we have a risk to come to the huge discussion for hours, but now our listener or our viewer asks you about cones, material for cones. It is quite common idea that majority of the manufacturers stopped producing paper cones because paper is very expensive in production. And the new materials which are used now, I mean, aluminum, plastic, polypropylene, and all this kind of stuff, is made for purpose of making it cheap, rather than to make it sounding better. And all good paper cones are too expensive in production. That's why only a few manufacturers still use them. What do you think? So I do not know where the information is from, but I didn't receive that information before. So Magnat is using a special cone for all speaker lines higher than signature 700. The cone material is a compound material of ceramic and aluminium. So this is our technology for more than 7 years right now. It has been started during the during the previous line before the signature. And the quantum, sorry, I missed the word, the quantum speaker line was it. And since that time, we are using, for our high-end speakers, we are using that ceramic aluminum cone. For speakers like the transpulse, where we like to follow also the retro style idea, we will always use that typical classical paper cone. So this is what we are doing in the future. Да, но Ник так мягко позволил себе удивиться, да, такому мнению, и он, честно говоря, затрудняется прокомментировать, откуда оно взялось. И если посмотреть на линейку Magnat, то как раз в недорогой, относительно недорогой, да, я не хочу употреблять слово дешевой, акустической линейке Транспульс, мы уже можем линейкой ее называть, да, поскольку уже знаем, что появится еще один Транспульс помладше. Там как раз используется бумага для диффузоров низкочастотных динамиков, больших диффузоров, да, а как раз когда мы уйдем вверх по ценовой шкале и пойдем в сторону линейки Signature, то там как раз используется собственная разработка Magnat, это композитный материал, алюминий в сочетании с керамикой, очень высокотехнологичный, очень недешевый в производстве и уникальный для Магната материал, который Магнатом используется на протяжении последних 7 лет и очень долго разрабатывался. Поэтому, наверное, все-таки материал диффузора – это не вопрос цены и удешевления производства, а это я сейчас уже от себя немножко добавляю, это все-таки вопрос больше идеологии производителя, как он видит, вернее, слышит звучание своих динамиков и что он считает, какой материал он считает наиболее подходящим для данного конкретного, да, громко говорить, для данной конкретной акустики. Потому что это, в общем, вопрос сильно непростой, да, на протяжении, сколько существует, вообще говоря, электродинамические излучатели, столько инженеры бьются над решением великой дилеммы, да, сделать диффузор легким или сделать его прочным. Как правило, удается либо одно, либо другое. А вот сделать и то, да, удается считанным единицам, и как раз акустика такая, она, в общем, звучит наиболее достоверно, наиболее удачно. Но это я уже от себя добавил, прошу прощения. Thank you, Nick, for answering. I hope we satisfied our listener. Спасибо за ответ, Ник. Последний вопрос, уважаемые зрители, с вашего позволения, этого вечера. Ник, верите ли вы, под словом верите, я имею в виду, подразумеваю, Magnat. Верит ли Magnat, да, хорошо скажу так, в субъективную природу конструирования аудиотехники, когда все варианты надо в первую очередь слушать,
а потом уже смотреть на цифры. Или же инженерия для Магната на первом месте. Сначала готовый результат, а потом уже тестируем ушами. Excellent question to my mind. Unfortunately, it will be the last question for this session, but I believe it's a very essential question. How Magnat suggests the way of speaker designing process? Should it be measured first and some perfect curve achieved, and then listening test should come? Or speakers should first be listened and should be enjoyed by the reference group of listeners, and the measurements are just, let us say, auxiliary characteristic of the speaker? It's a very good question, and I think there are many different ways to develop a speaker. So we are starting with an idea, first of all, and then first is the quality of the concept and the construction. Because what we are also doing is we are not only designing a speaker, we are developing the drivers as well, you know. And also some other parts like the reflex tubes or the crossovers or whatever. And therefore we are starting not with the design of the speaker, we are starting with the design and the development of the driver. This is our first step, to have a driver for the mid-range, a driver for the bass, a tweeter, or whatever. As next, we are measuring all parameters of our drivers by the laser measurement system, by the Klippel system. And we are optimizing that kind of drivers to the 100% level. And then we are starting to develop the housing concept. Of course, we have to following some design ideas. We have to following some trends from the market. Is it a round speaker? Is it a square speaker or whatever? And then at the end, we are building some prototypes and we are starting the listening tests. And we're making some adjustments on the crossovers. And if there's one component in between, not 100%, then we are starting again. And at the end, we 100% result of a really good Magnat speaker. Да, разработка акустики очень сложный процесс. Да, и тут Ник хочет еще раз напомнить, что они не только разрабатывают акустику, они не только разрабатывают акустические системы, они разрабатывают электродинамические головки, они разрабатывают драйверы для этих систем. Да? Поэтому процесс начинается с того, что определяется концепт, что в конечном итоге должно получиться, что это должно быть. Там напольная акустика с мощным басом, да, там детально звучащий полочник ближнего поля. После этого идет разработка элементной базы. Да, разрабатываются громкоговорители сами по себе, разрабатываются динамики. В процессе разработки они тщательно измеряются на лазерной системе Klippel для того, чтобы те характеристики, которые задуманы инженером, четко соответствовали его задумкам, да, в полученных динамиках. После этого начинается разработка корпуса самого. Да, при этом идет разработка сразу в нескольких направлениях. Разрабатывается конструктив корпуса с точки зрения акустики, да, нужны ли там порты фазоинвертора, какой они должны быть длины, идет акустический расчет, и одновременно, параллельно идет разработка дизайна внешнего, да, как эта акустика должна выглядеть. Должна быть круглый, квадратный, глянцевый, матовый и так далее. После этого собирается прототип, и вот тут начинаются прослушивания. Прослушивание поставят собой целью получить тот звук, который задумывался на первом этапе. Да, тут вносятся изменения в кроссовер, тут вносятся изменения в корпус, и если вдруг оказывается, что какой-то элемент не соответствует тем ожиданиям, которые ставились в самом начале, все начинается с самого начала. Поэтому процесс этот долгий, нудный, но прослушивание это не то, что необходимый, это элемент ключевой. Да? Без него акустика никогда не увидит рынок и никогда не поступит в продажу.
Спасибо, Ник, за очень интересный ответ. Уважаемый зритель, это был крайний вопрос. Совсем забыл, хотел озвучить это в самом начале нашего стрима. Крайне получилась увлекательная беседа, поэтому я забыл. Собственно, в начале, в чате где-то, либо в начале, либо в конце вы сможете увидеть промокод, который даст вам в случае при формировании заказа на сайте, либо если вы решите позвонить и озвучить его голосом, на всю продукцию компании Magnat очень хорошую скидку. Какую не скажу, пусть это будет наш маленький секрет. В чате вы обязательно увидите ее размер, так что если приняли решение приобретать, звоните, оформляйте, получайте хороший дисконт и, собственно, будем рады вас видеть в наших кулуарах. На этом этапе все. Ник, огромное тебе спасибо, что нашел время с нами пообщаться, ответить на наши компрометирующие вопросы. Отвечала интересно. Еще раз спасибо тебе и твоим близким, всем коллегам. Крепкого здоровья, благополучия. Артем, также тебя благодарю, что нашел время побыть переводчиком. Спасибо вам, что вы дистрибьютируете в России столь замечательный бренд, в частности, Магнаты, Транспульсы, 1500. Искренне хотим верить, скажу за всех, в ближайшем обозримом будущем увидеть все-таки сетевой проигрыватель. И я уверен, что у вас получится ввести в Россию именно мини-решения, о которых мы говорили сравнительно недавно, MC200. Я уверен, Мы будем стараться, Андрей. Мы будем стараться, конечно. Большое вам всем спасибо, что потратили сегодня на нас время. Мы очень рады, что присоединился к нам сегодня Ник. Ник, thank you so much. We appreciate your time. Thank you being with us during this 1 hour and 45 minutes so far. We are a little bit, go beyond our schedule, but we love the conversation. I believe it was interesting for those who was with us during these almost 2 hours. Please stay safe. Say hello to everybody from Magnat crew. Director of ПУЛЬТ.ру sends his personal regards to Mario Lode. And I also say hello to him. Thank you once again. Спасибо вам большое, что слушали нас. Пожалуйста, оставайтесь на связи. Будьте с ПУЛЬТ.ру, будьте с Магнатом. Всего доброго, не болейте. Да, и последняя реклама. Уважаемые зрители, в эту пятницу ровно 18:00 у нас состоится стрим с разработчиком и владельцем самим Ванденхоллом. Так что ждем вас, милости просим. Всем пока-пока, берегите себя и не болейте. Хорошего вечера. До свидания. Bye, Ник. Bye-bye. Thank you. До Приятно свидания. было познакомиться.